Представьте себе обычный вечер в отделении скорой помощи. Привозят пациентку с остановкой сердца. Врачи начинают стандартную процедуру спасения. Но когда медсестра берет у женщины кровь из вены, происходит нечто невообразимое. По палате мгновенно разносится резкий химический запах аммиака. Медсестра, державшая шприц, внезапно начинает задыхаться и падает в обморок. К ней бросается врач и через секунду тоже теряет сознание. Его тело бьет крупная дрожь. Начинается паника. Один за другим 23 медицинских работника падают на пол с параличом, судорогами и остановкой дыхания. Больницу срочно эвакуируют. Реанимация превращается в зону химического заражения. И все это из-за одной единственной пациентки – 31-летней Глории Рамирес, девушки, тело которой буквально превратилось в токсичную бомбу. Досмотрите до конца, потому что разгадка этого феномена звучит как фантастический триллер, но является одним из самых невероятных и пугающих химических процессов в истории человечества. Что на самом деле текло по венам токсичной леди? — 19 февраля 1994 года, Риверсайд, Калифорния. В 20:15 в больницу привозят Глорию Рамирес. Она была обычной женщиной, матерью двоих детей, которая, к несчастью, боролась с последней стадией рака шейки матки. В тот вечер ей стало резко плохо. Давление упало, сердце билось с бешеной скоростью. Она задыхалась. Врачи немедленно начали реанимацию. Ей ввели препараты для нормализации пульса и начали дефибрилляцию – бить ее током, чтобы перезапустить сердце. Но сердце не реагировало. И тут врачи замечают первую пугающую странность. Тело Глории внезапно покрылось странной блестящей маслянистой пленкой. А когда медсестры наклонились к ее лицу, они почувствовали не запах изо рта больного человека, а резкий, едкий аромат чеснока и фруктов. Но времени не было на раздумья. Медсестра Сьюзен Кейн берет шприц и делает забор крови из руки Глории для экспресс-анализа. Сьюзен передает шприц врачу Джули Горчински. Джули смотрит на пробирку и замирает. Кровь пахла аммиаком, а внутри жидкости плавали странные твердые белые кристаллы. Человеческая кровь так не выглядит, и в ту же секунду запускается смертельная цепная реакция. Как только Сьюзен Кейн наклоняется над этой пробиркой, ее лицо искажается. Она говорит, что ее лицо горит огнем и падает без сознания. Но это было только начало кошмара. Джули Горчински подхватывает падающую медсестру и выбегает с ней в коридор. Но внезапно Джули понимает, что не может дышать. Ее мышцы сводят судорогой, и она падает следом. У нее начинается апноэ, полная остановка дыхания. На помощь бежит врач-резидент Маурин Уэлч. Она успевает сделать лишь пару вдохов в реанимации, после чего ее ноги подкашиваются, и она тоже рушится на пол, потеряв контроль над телом. За считанные минуты 23 сотрудника больницы получают тяжелейшее отравление. 5 из них госпитализированы в критическом состоянии. Сама Джули Горчински проведет в реанимации 2 недели. У нее откажут печень и почки, а костная ткань начнет разрушаться. Главный врач принимает единственно верное решение, объявляет внутреннюю тревогу и приказывает эвакуировать все отделение скорой помощи на парковку. Тем временем внутри, в пустой, пропитанной ядовитым запахом реанимации, остается лишь крошечная группа медиков. Они продолжают отчаянно бороться за жизнь Глории. Но в 20:50 Глория Рамирес умирает. В 23:00 в больницу прибывает команда специалистов в костюмах высшей биологической и химической защиты. Они опечатывают реанимацию, пакуют тело Глории в герметичный алюминиевый гроб и начинают искать источник утечки газа. Они были уверены, в больнице разорвалась труба с химикатами или кто-то пронес ядовитый газ. Но датчики показывали, что воздух в больнице абсолютно чист. Источник яда был не в вентиляции. Источником была сама Глория. Началось одно из самых странных расследований в истории США. Тело женщины вскрывали патологоанатомы, одетые в герметичные скафандры с автономной подачей кислорода, как при работе с вирусом Эбола. Они искали экзотические яды, пестициды, радиацию. Знаете, что они нашли? Ничего.
никаких известных науке смертельных химикатов. И тогда Департамент здравоохранения выдал самую возмутительную версию из всех возможных. Они заявили, что никакого яда не было. Они назвали это массовым психогенным заболеванием, проще говоря, массовой истерией. Медсестра упала в обморок от переутомления, а остальные врачи просто поддались эффекту толпы и внушили себе симптомы. Семья Глории и сами пострадавшие врачи были в ярости. Джули Горчински, у которой разрушались кости из-за массовой истерии, подала в суд. Как можно внушить себе отказ почек и остановку дыхания? Это было не просто оскорбительно, это было антинаучно. Власти были вынуждены передать расследование в Ливерморскую национальную лабораторию, одно из самых засекреченных и передовых научных учреждений США, где создавалось ядерное оружие. Ученые из Ливермора получили образцы той самой кристаллизованной крови Глории, и то, что они обнаружили, превратило этот медицинский детектив в настоящую фантастику. Ученые из Ливермора разгадали этот пазл, выстроив уникальную цепочку событий, вероятность которой 1 на миллиард. Все началось с того, что Глория, страдая от сильнейших болей из-за рака, использовала дома народное средство – мазь на основе ДМСО – диметилсульфоксида. Это мощный растворитель, который втирают в кожу от боли. Отсюда та самая маслянистая пленка на ее теле и чесночный запах изо рта. Сам по себе ДМСО безопасен, но дальше включилась роковая цепная реакция внутри ее тела. Когда Глорию везли в скорой, ей дали кислородную маску. Огромная доза кислорода смешалась с ДМСО в ее крови и превратила его в диметилсульфон. Это вещество кристаллизуется при комнатной температуре. Вот откуда взялись те самые белые кристаллы в пробирке. Но диметилсульфон тоже не убивает людей. Как же врачи получили отравление? Вспомните, что делали медики, когда у Глории остановилось сердце. Они применили дефибриллятор. Они раз за разом били ее тело мощными электрическими разрядами. Мощный заряд электричества в крови, перенасыщенный диметилсульфоном, привел к невозможному. Он добавил еще один атом кислорода к молекуле. Вещество превратилось в диметилсульфат. Что такое диметилсульфат? Это тяжелейший, смертельно опасный нервно-паралитический газ, который испаряется при температуре человеческого тела. Это боевое отравляющее вещество, вызывающее паралич, разрушение внутренних органов и кому. Врачи своими же действиями, кислородом и разрядами тока случайно синтезировали боевой газ прямо в кровеносной системе пациентки. Когда медсестра воткнула иглу и взяла кровь, этот газ под давлением вырвался из шприца в теплый воздух реанимации. Врачи буквально вдохнули химическое оружие в чистом виде. Расследование Ливерморской лаборатории было опубликовано, и хотя некоторые скептики до сих пор сомневаются в этой теории, именно она официально признана единственным научным объяснением того, что случилось в тот злополучный вечер. Глория Рамирес не была радиоактивной мутанткой или жертвой инопланетян. Она была тяжело больной женщиной, чье тело стало резервуаром для случайного, фантастического и трагического химического эксперимента. Инцидент с токсичной леди навсегда изменил протоколы безопасности в больницах США. А как считаете вы? Верите ли вы в эту невероятную химическую теорию или считаете, что правительство придумало ее, чтобы прикрыть нечто иное? Напишите свое мнение в комментариях, я всегда читаю ваши теории. Если вам понравился этот научно-детективный разбор, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте, реальность всегда страшнее и удивительнее любой выдумки. Берегите себя и до встречи в новых видео.